Это, короче говоря, братцы, блин, прачечная. И в прачечной когда-то был вохр. Я от него бегал. И это есть на канале. Причем бегал неоднократно. Но теперь он съехал. И пока что здесь обалденный сохран вообще. Но электричества нет. Так что если думаете тут зарядиться, нифига не получится. Смотрите, пролом в стене какой. Вот вы думаете, какого хера, да? Я вот тоже так подумал. А вся соль в том, что они забирали, вохровцы, когда выселялись, забирали огромные баки алюминиевые отсюда. И вытащить их через двери они не могли. Поэтому они просто тупо проломали стену. Вот. И вытащили их через стену. Очень хорошо. Ну, это я, конечно, это сарказм, скажем так. Смотрите, какая статуя классная. Вообще очень красиво. Просто произведение искусства. Это здесь же возле прачки. И, блин, у меня есть подозрение, что ее какие-то черти, которых тут масса ходит, типа вандалов, вот, могут тупо разбить. Раньше они этого сделать как бы не могли, тут был вохр, ну а теперь, пожалуйста. Вот тоже такая вот, как завиток. Не совсем понятно, походу он немножечко уже, ну как бы, откололась от него часть, поэтому не совсем ясно. Полная как бы картина, но тоже красиво, да. А это гаражи, опять же, возле этой прачки. И было здесь просто все. Ну вот видите, все, что хочешь. Чайники можно найти, канистры, пожалуйста, зеркала, стекла, оконные рамы, все, что хочешь. Топчаны какие-то. Смотрите, братцы, санки. В соседнем гараже даже санки, блин, 3 санок, 2 из них в идеальном состоянии просто. Бери и на горку прямо. Зацените, братцы, какая штука вообще. Это какая-то химическая хрень. Какая-то перегонная. Там фильтра внутри нее вон. Внутри фильтры. Короче, я вообще в идеальном. Тупо новая. Просто новая вообще. Кастрюли. Камеры для велосипеда. А нет, это не камера. Это что другое. Кастрюли, блин, какие хочешь. Тоже огромные миски. Сковородки, пожалуйста, сковородка. В нормальном состоянии сковородка. Можно картошку жарить. Надо только картошку найти. А вот с картохой здесь проблемы, конечно. Мешки с углем. Сколько угля. Они что-то топили буржуйками. Угля миллион. Короче, тут если порыться, тут я не знаю, можно... Мне кажется, можно механизм собрать какой-нибудь передвижной. Вообще жесть. Короче, куча всего. Просто куча всего. Что здесь такое? Ну? Одежда, пожалуйста. Какая хочешь одежда. Рабочая, походу, одежда. Любых размеров и форм. Там в мешках тоже одежда. Вот, все, что хочешь тоже для краски. Краска какая хочешь. Тут, по-моему, какой-то что-то типа растворителя. В общем, эти вохровцы, они сюда стаскивали, мне кажется, просто все. Бутыль, вот, пожалуйста, новый, запечатанный, смотрите, бутыль. Большой, 10-литровый или 15-литровый. Или даже 20. В каркасе. Еще какая-то химическая... А, нет, это какая-то тоже техническая хрень. Короче, здесь просто валом всего. Ну и металлолом, конечно, куда без металлолома. Механизм для лакировки паркетов. Походу рабочий. Вообще, вот одной оси здесь не хватает. Да, 100% для лакировки паркетов. Механизм. Вот бачок. Туда жидкость. Это мастикой покрывали паркеты вот в школах. Я помню, у нас в школе тоже в детстве. Она очень громкая, вот эта хреновина. Очень, когда работает, очень громко работает. Здесь в гараже просто сохран всего вообще. Просто сохран всего. Ну, понятно, что они самое ценное, конечно, вывезли за собой. Все, что они тут складировали и собирали. Но то, что здесь осталось, братцы, вы только посмотрите на это. Это нечто.
Смотрите, здесь даже есть вот такая вот военный завод. На военных, ну, короче, делали вот такие вот автолавки. Вот видите. То есть оно на прицепе было. Ну, когда-то. Сейчас это тоже превратилось в склад всего здесь. Здесь опять же можно найти все, что хочешь. Вот, например, можно найти вот такую советскую сумку. Вот. Я не буду здесь рыться, честно говоря, мне даже как-то не очень хочется. Когда-то в этом контейнере были радиоактивные отходы. Вот видите? Сейчас, конечно, их там нету. Вот. Но заглядывать я не буду. Там, походу, вода вообще. Он полностью воды набран. Вот, заглядывать я туда не буду, но это контейнер, да, от отходов. Я, к сожалению, не взял с собой дозиметр. Мне интересно было бы померить, насколько он фонит, сам контейнер, сам металл. Короче, очень специфическое место. Здесь очень много всего. И эти вохровцы, они, блин... Мне кажется, они не столько охраняли, сколько вообще собирали здесь все. То есть, учитывая то, что мы видели только что в гаражах, ну, я даже немножко в шоке. То есть, чуваки просто стаскивали сюда все вообще. Начиная от банального металлолома и заканчивая одеждой. Так, вот мы внутри прачечной. Когда-то давным-давно, конечно, это была прачечная. Сейчас это просто место, в котором обитал Вохр. Вот. Станки, рабочий станок. Рабочий станок, куча деталей. Тут вообще мастерская была, смотрите. Я уверен, что станок рабочий, в рабочем состоянии. Под ним вон свежее масло. Я думаю, на нем даже что-то подтачивали, какие-то детальки не так давно. Амортизатор еще в солидоле вот. Идем дальше. Ну, по большому счету, здесь не так, чтобы в этом помещении не так, чтобы что-то интересное. Вот лежат трубы, там шкафчики вдали пустые, а вот тут, по идее, где-то должна быть сауна. По идее. Что за лабиринт вообще? Ого. Видимо, здесь были эти баки, что ли. Хотя не факт. Но это здесь что-то хранилось. Интересно. Что здесь хранили в этих штуках? Там вот написано. Ага, загрязненность. То есть здесь хранили какую-то загрязненную хрень. По идее, здесь же был цех дезактивации когда-то. А потом сидела просто эта военизированная охрана. То есть когда-то что-то дезактивировали здесь, и там были какие-то загрязненные штуки. Предметы. Такой большой вот зал. Достаточно пустой и не особо интересен он нам тоже. Грязная зона. Зацените, какая хреновина. Ну, очевидно, что сюда наливалась вода, и она там стекала. Может, не вода, может, какой-то раствор. Не знаю. Она довольно большая, полчеловеческого роста. Там пустота. Я туда спускаться не буду, мне даже как-то стрёмно становиться. Оно какое-то очень... Я не знаю, что там внизу. Ладно, пойдем дальше. Какой четкий плакатик, да? Я был на прачечной, и приехали туристы. Автобус с туристами, блин. Теперь не могу выйти, стою за углом. Просто как бы прачечная, а вот, ну, вот там вот медсанчасть. Вот в чем дело. И они
Ну, то есть, по идее, эта прачечная когда-то относилась к медсанчасти, как я понимаю. Вот, и эти туристы, они приезжают посмотреть на медсанчасть, и теперь, блин, и теперь вон там голоса слышны. Теперь никак не выйти. Вон там их автобус. Быстренько пробежим, пока они... Вообще, вот это то, что надо. Блин. Офигеть. Он тупо в идеальном состоянии. Он еще в пленке. Он еще в пленке. Да вы шо? Песня. Шкафчики. Такс. Карта, блин, местности, походу. Баня парит, здоровье дарит. Ну-ка, посмотрим мы на баню. Документация. Всякие акты приема передачи. Опять шкафчики, шкафчики. Ну, конечно, волнует не шкафчики, волнует баня. Душевые. Блин, я не могу понять, где парилка. Такс. Ну-ка, ну-ка. Лабиринт здесь типа какой-то вообще. Лабиринт вообще. Так. Блин, братцы, где же парилка? Ну как мы можем зайти в баню и не найти парилку? Это невозможно. Это невозможно. Походу мы прошли все здесь уже, да, с вами. И, блин, парилки так и не наблюдаем. Походу ее здесь нет. Какое зеркало четкое, зацените вообще. Круглое зеркало. Ну, строго говоря, овальное. А парилку все так и не нашли. Зацените, вот их еще одна комната. Монитор стоит, блин. Я уверен, рабочий монитор. Хороший монитор, ну старый. Это еще старый монитор 2000-х годов. Игр, куча дисков с играми. Просто посмотрите, сколько их тут. Миллион вообще. Баночки от кофе. Чуваки, короче, гоняли кофеек здесь и шпилили в старые игры на компе. Системник они, естественно, забрали, оставили только монитор. Да, системника нет. Вот, братцы, так вот Вохр проводил здесь время. Компьютер, блин, TCO 99-го года. Да, это старая модель монитора. Дисков куча и только игры. Игры. Какие хочешь игры. FIFA. Игрушки для старушки. Игрушки для старушки. Забавно. Зашли на базу Вохр с другой стороны. Дверь, вот эта вот дверь, она была закрыта раньше. Теперь она была почему-то открыта. Наверное, сюда лазили вохровцы, которые стоят на КПП. Может, им что-то нужно было вынести. Вот. И они сюда залезли. Офигеть. Блин, это все очень стрёмно выглядит. Как будто кто-то сюда зашел и пошел посрать, например. А я в этот момент залез. Посмотрите, чай стоит, вода открытая, в кулечках, чуть ли не еда. Валенки. Блин, мне кажется, что, знаешь, такое впечатление, что кто-то зашел, что-то забрать, захотел срать, знаешь, вышел посрать. И тут мы такие пришли. Короче, валить отсюда надо, я чувствую. Такая вот коптерочка. Здесь они рубили дрова. Понятно, за инструментами, очевидно, приходили. Так, ну, собственно, все. Здесь больше нет. Вон уже дверь
Пойдем. Не будем искушать судьбу лишний раз. Просто они ж тут кучу всего пооставляли еще, понимаете, братцы? И периодически они за этим возвращаются. Так, надо зайти, я думаю, на второй этаж тоже. Так, поднимаемся на второй этаж. Куча дверей, наверняка все пустое. Да, как я и говорил. Все пусто и бессмысленно. Вообще пусто. Я так понимаю, они не особо пользовались этим крылом. Вот еще пусто. Короче, тут везде пусто. Плакаты отличные, еще те советские. Очень быстро проходим, потому что, блин, у меня что-то палево такое вообще. Такс. Ну, очевидно, да, они здесь как бы, здесь они, конечно, размещались, проводили время, видно, но теперь все обчищено, выглядит пусто и бессмысленно. Так, здесь какая-то, очевидно, просто, да, не особо интересные моменты. Братцы, что удивляет, это рабочая пианино, я думаю, настроенная в нормальном состоянии акация. Офигеть. Однако, я удивлен. Братцы, смотрите, откуда я выхожу. Поняли? Это то место, откуда я когда-то убегал от них. То место, где я тут недалеко потерял нож. То самое место.